Сегодня мы с Валей сделаем очень хорошую поделку, которую ей подарили на день какой? Святого Валентина. Это все происходило в школе. Валю поздравил весь класс с таким красивым подарочком. Здесь написано волшебная шкатулка. И она предназначена для детей от 8 лет. Валя уже может заниматься этим народным творчеством. Приступим? В нашей шкатулке есть следующее содержимое. Валя сейчас расскажет и покажет. Да. Открывай. Что это? Инструкция такая. На каком языке? На русском. Одна на русском, одна на украинском. Вот украинский, потом русский. Для тех, кто не понимает по-русски. Да, у нас должна такая шкатулка получиться. Вот такая красивая инструкция. Что там еще есть? Кисточка в наборе уходила. Мягенькая. И шкатулка, она из керамики сделана. Покажи, какая шкатулка. Вот. Белого цвета. Тяжелая или не очень? Не. Слегка тяжелая. Что еще смотри? Клей. Такой клей. ПВА. ПВА. Вот. Он легко отмывается водой, если вы замажете что-то. И украшение для шкатулки нашей, чтобы приклеить. Тут еще есть такие блестки синие цвета. И такие простого цвета. Серого, можно сказать. Эти блестки называются глиттеры. По-научному. Написано здесь в инструкции. У нас все в комплекте. Можно читать инструкцию и приступать к работе. Да. Начнем? Давай. Берем инструкцию и читаем. Вначале нанесите тонкий слой клея ПВА на крышку шкатулки и дайте ему подсохнуть. Да, минут 5. На крышку. Значит, мы сначала берем крышку. Это кисточкой делать? Берем клей ПВА. Берем кисточку. Я кисточкой буду намазывать. И с помощью кисточки наносим клей на крышку шкатулки. Аккуратненько. Желательно, чтобы не вылилось это клей. Ну, если выльется, ничего страшного, у нас есть газетка. Да. Так. Хорошо откроем. И приступим. Давай подвери кисточкой. Тоненьким слоем мазюкой. Где не блестит, значит там нужно хорошенечко доработать. Еще нас Валя очень любит рисовать, раскрашивать. Я люблю кисточкой клей нанашивать на всякие поделки. Даже в школе. Это Валя любимое занятие. Это называется, мы грунтуем поверхность для того, чтобы все стразы хорошо приклеились. Все, клей нанесен, теперь оставляем в сторону, чтобы оно подсохло. Немножечко. И будем читать дальше инструкцию. Теперь берем самую большую стразу красного цвета и намазываем заднюю часть. Теперь приклеиваем по центру крышечки. Нам нужно украсить вот эту часть блестками. Блестки у нас есть. Серебристыми. Нам для этого нужно сделать. Намажем клеем. Малюша. Готово. И теперь открываем блестки и тоненьким слоем
наносим их по краешку. Берем кисточку, Я сама. сюда аккуратненько ее опускаем и начинаем приклеивать по периметру блесточки. Теперь клеим все красные стразы. Валя, находи. Сейчас найду я. Будем делать по кругу цветочек. Берем для этого клей, наносим по кругу, берем теперь их и приклеиваем. Значит, можно с помощью пинцета, можно руками. Аккуратненько берем. Я тоже хочу И сначала намазываем клеем, потом раз и хорошенечко Может, немножко криво. прижимаем. Теперь давай остальные по кругу. Делаем цветочек. Одна к другой, чтобы были плотно. Давай. Красиво у нас так. Пусть подсыхает, а мы будем дальше действовать. Сейчас будем клеить еще красненькие все. Берем кисточку, держи, помакаем в клей. Где наш клей? Вон там как приклеил. И смазываем. Смажем. Готово? Да, готово. Теперь клеим на крышечку. Вот так. Вот такой у нас получился цветочек по центру. Пойдем послушаем феном, чтобы быстрее было. Теперь клеим все остальные красные стразы. Теперь сделаем небольшое украшение в центральной части. Для этого берем клей, наносим его между бисера. Я тоже могу наносить. Между стразами. И потихонечку синим цветом украшаем внутреннюю часть.
клеим маленькие. У меня Самые маленькие. Самые маленькие есть. Вот здесь можно. Давай. Теперь будем клеить бисер. Для этого берем самые маленькие бисеринки, иголку, которую нужно не потерять, белый бисер. Капаем в то месте, где мы хотим, чтобы она приклеилась, капельку клея, и ложим в это место бисер. Вот крышечка наша готова. Получилось довольно симпатично. Очень много тоже плохо, потому что будет очень наляписто. Поэтому мы стараемся меньше. И есть Теперь такой вот. отлаживаем в сторону для полного высыхания крышечку. Ой. Берем нижнюю часть и начнем ее украшать, чтобы она была красивой. Нам надо вот таким. Для этого нам необходимо взять серебряную глиссер. Я знаю, как это делать, клей брать. Чего? Глиттер, а не глиссер, да? Теперь мажем стенки клеем, который можно смешать сразу Так его открыть. с блеском. И после этого нанести на боковую часть. Берем немного клея, выдавливаем На крышечку, капельку, нам много не надо. Там Теперь берем немножечко блеска, высыпаем сюда, перемешиваем, Коля, перемешивай. И теперь красим боковую часть. Отсюда сюда. Умеешь, Валь? Давай, Да. пробуй красить. У Вали опыт есть. Потому что в школе она любит рисовать да. и раскрашивать. Вот, серебристый цвет высох. Присыпки теперь необходимо взять клей ПВА и нанести на верхнюю часть здесь можно рисовать цветочки, квадратики, кружочки, кому что нравится. Но мы сегодня не будем наляпывать. Постараемся сделать попроще. Вот мы с Валей закончили шкатулку делать. Поделку нашу. Получилась довольно симпатичная крышечка. Валя старалась. И красивая. И вот такое основание шкатулочки. Теперь осталось, чтобы оно подсохло хорошенько. И после этого можно будет скрыть бесцветным лаком. О. Это мы уже поручим маме, чтобы мама занималась этим делом. Да. Сделаем. Держи, Валюша. У нас просто сейчас вечер, и мы вечером это делаем. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как сделать
маленьким ребенком, или не очень маленьким, красивую шкатулку украсить и подарить ее кому? Мне. Вале. А может маме, если На Вале 8 надоест. марта, да? Или бабушкам на 8 марта кому-нибудь из бабушек. Ставьте лайки, Подписывайтесь на наш канал. канал. Будьте с нами. Всем пока. Пока.